Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в ремонте ручной вертикальный беспроводной пылесос Redmond, модель RV UR 361. Питание 25,9 вольта, мощность 240 ватт. Сам пылесос включается, работает, но со слов клиента отказывается крутиться щетка. Давайте установим щетку в пылесос и посмотрим. Треск идет, а вращения не происходит. Убираем основную часть пылесоса и будем заниматься только щеткой. Винты у нас в углублениях под крест. Приступаем к разборке. Поворачиваем против часовой стрелки плоской отверткой замок, удерживающий крышку, которая в свою очередь удерживает щетку в корпусе. Извлекаем саму щетку. С помощью лопатки или другого плоского предмета снимаем ролики с углов щетки. Сразу очищаем от намотавшихся ниток, волос. Под роликами тоже оказались скрытые винты. Продолжаем разбор. Снимаем крышку. Давайте еще раз включим и посмотрим визуально, что происходит. Получается, двигатель у нас работает, а передачи вращения никакой нет. Продолжаем дальше разбор. Снимаем прозрачную крышку щетки. Откручиваем ведомую шестерню редуктора. И смотрим, здесь у нас форма оси, позволяющая удерживать шестерню в неподвижном состоянии, полностью разрушена. Достаем передаточную часть непосредственно на щетку. А подшипник у нас даже и не проворачивается. Видать, попадала влага, и он просто заржавел. Пользуемся многофункциональной смазывающей жидкостью Axon 40. В нашем случае можно использовать для откисания и смазки подшипника. Давайте его снимем с оси. Вообще не крутится. Насаживая на ручку зубной щетки, например, или что-то другое можно приспособить. И разрабатываем, пока он не будет свободно вращаться. Можете приобрести и установить новый подшипник. Параметры подшипника: диаметр 16, толщина у нас 5 мм и внутреннее отверстие где-то 8 мм. Устанавливаем разработанный подшипник на место. А с этой пластиковой деталью у нас проблемы, нет ее нигде. Либо заказывать целиком щетку, либо будем думать, как восстановить деталь. Берем пластик какой-нибудь донорский и наплавляем на изношенную часть. Стараюсь перемешивать с родным,
чтобы не было четких переходов и прочность была максимальная. Это требует большого терпения. Желательно, конечно, в качестве донорского брать похожий пластик. Но я часто пользуюсь полипропиленом от пищевых контейнеров. В данном случае я использую бачок с разборки парового утюга. Это можно увидеть в предыдущих роликах. И он меня еще ни разу не подводил. Хотя даже по внешнему виду видно, что этот пластик другого вида, типа, структуры. Еще раз повторяю, не намазываем сверху, а перемешиваем с родным. То есть, чтобы не было четкой границы. Тогда будет все держаться нормально. Излишки срезаем канцелярским ножом. Обрабатываем напильником неровности, выступы. Делаем форму оси, совпадающей с формой углубления шестерни. Там она не круглая, а напоминает форму прямого овала. Чередуем нашу операцию опять с паяльником. Пока пластик не остыл, сразу пытаемся насадить, чтобы отпечаталась эта форма уже, пока пластик мягкий. И продолжаем это все обрабатывать. Обрезать уже по образовавшейся форме. Снова напильник. Все, и намечаем паяльником отверстие под винт. Продолжаем обрабатывать вновь появившиеся неровности. Устанавливаем на прежнее место в редуктор. Стоит, вращается. Насаживаем шестерню. Фиксируем винтом. Натягиваем ремешок. И собираем все в обратном порядке. Собрали, подключаем к пылесосу и проверяем. Щетка закрутилась.
пылесос мусор убирает. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До новых встреч.